Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. У нас сегодня среда. Кость Бондаренко на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Ну что, у нас на самом деле есть о чем поговорить. Несется просто. И очень-очень перекручено. И очень-очень нюансировка такая, знаете, вот самое время, да, такое ощущение, что вот все расцвело и буйным цветом пахнет пропаганда. Вместе с этим события достаточно тревожное. Вот соотношение реальности и того, что хотят представить как реальность, сегодня мы обсудим. Конечно, поговорим о Г7. Зеленский уже подвел итоги, нашел фотографию все-таки, где он там есть, да, и выставил. Трамп встречается с Моди, вообще виртуозно. Трамп виртуозен. Он говорит Моди, что он так с виду, этот Моди, старичок, боровичок, а на самом деле он настоящий убийца, кит-убийца. А вообще Сиси, говорит, у него химия с Сиси у Трампа, представляете? Ну, в общем, главный как бы посыл — это то, что с Ираном, ну, все, как бы все, и он возвращается в Украину. В общем, очень интересно развиваются события. Друзья, принимайте участие в нашей сегодняшней беседе. Вживую можно оставить вопросы в самом-самом финале в чате трансляции, в клубе зрителей Шелест, конечно же, в непосредственно сообществе YouTube принимается заблаговременно ваши вопросы, оставляйте их и, естественно, да, голосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Все-таки давайте поговорим о том, когда вторая итерация, ну, скажем так, мироносца, да, мироотсоса, босса Трампа, вот что она принесет, к чему, в общем-то, все идет. Как решится вопрос территорий в следующей итерации? Ну, окне возможности урегулирования, варианты. По линии фронта, вот стоим, где стоим. Когда это будет и где линия фронта, неважно. Вот когда-нибудь, но по линии фронта. Будет обмен территориями. Ну, вот как в 28 пунктах, помните, уже все и забыли, да? То есть там россияне уходят оттуда, а украинцы уходят оттуда. Россия уступит, а Украина нет. Ну, то есть стоим, где стоим, но четко, в общем-то, уйдут с территорий, которые не вписаны в Конституцию Российской Федерации. И еще один вариант. Украина уступит, а Россия нет. То есть таки додавят, прогнут обстоятельства Трамп с меняющейся позицией до того момента, пока Украина скажет: бог с тем Донбассом, какие-то там территории, не знаю, может к тому времени будет уже и Херсонская, Запорожская, и вот это все будет организовано, выйдут и, в общем, будут мириться. Вот такие 4 варианта. Почему вопрос территории я поднял в самом начале нашего эфира? Потому что мы сейчас обсудим все эти перипетии Г7 и все остальное, потому что какая-то странная сейчас идет риторика. Выходит Федоров и говорит: в Крыму будет пи, и дальше Дец, да, дает потужное интервью на фоне очень серьезных склок вокруг него, очень серьезных. Там на самом деле все серьезно, если так окунуться в его коррупционные схемы. Нам говорят, что Крым чуть ли возвращать не собираются, но нам это все говорят, пока Константиновка уже все практически. Лиман штурмует, по Славянску артиллерия бьет, Днепропетровская область продвижение, Донецкая область, Добропольское направление продвижение, Харьковская. Ну, в общем, как-то так вот на поле боя мы видим, что динамика все та же, хоть нам представляют другие цифры. Так вот, по территории. Вы все врете. Вы просто, наверное, не читаете официальное заявление украинских политиков, украинской власти. Вы, наверное, не смотрите «Единый марафон». Вот. Мы сильны как никогда. Мы в этом году отвоевали больше, чем русские захватили. Вот. Вообще очень скоро украинские войска будут стоять уже на Урале, а дальше на Дальнем Востоке. Вот. Путин то ли умер, то ли готовится спасаться бегством. Вся Россия сейчас терпит страшное бедствие, сидит без бензина, дизеля, солярки и так далее. Ну, вот, одним словом, мы уже одной ногой практически уже, скажем так, на побережье Тихого океана. Вот. То есть, Путину, когда он будет бежать, нечем будет заправлять его Аурус.
Конечно, в том-то и дело, в том-то и дело. Вот. Если он только не будет бежать на Ладе Калине. Да? Так что, ну, это уже такой момент. Но если послушать официальное заявление там, украинских политиков, вот, все, в России уже полный, там, скажем так, коллапс, вот, чтобы не называть это другими словами. Вот. Так что ни о какой победе России, естественно, речи идти не может. Более того, именно так Зеленский готовил мировую общественность именно к такому осознанию, что Украина побеждает. Более того, что такое впечатление, что у его западных партнеров нет собственной разведки, нет собственных источников. Они не видят того, что происходит на самом деле. И тут уже четырехзвездочные генералы, вот, американские, правда, отставные, начинают заявлять о том, что Украина вот точно метр за метром отвоевывает территорию. Вот. Макрон говорит о том, что там, Россия терпит поражение и так далее. Вот, резолюция саммита в Эвиане, она вообще уже не говорит о каких-либо переговорах, о дипломатическом пути решения, и снова начинают говорить именно о военном пути решения, акцентирует внимание именно на этом. Трамп снова запел песню о том, что Россия теряет каждый месяц 35 тысяч человек. Ну, фактически те цифры, которые там рисуются с потолка Генштаба. Одним словом, говорить о том, что там где-то Константиновка вот-вот пойдет, вот, что обстреливается Славянск, о том, что уже обстреливается Краматорск, окрестности Краматорска и ствольной артиллерии обстреливаются, что если завтра за Константиновкой пойдет Дружковка, то полностью будет отрезано снабжение оставшейся территории Донбасса. Ну, об этом как-то не камильфо говорить в таких условиях. Нет, ну, смотрите, камильфо не камильфо, но Да? как можно Крым освободить, теряя Краматорск? Я не знаю, как собираются освобождать Крым, я вижу просто другой момент. Потому что даже представители украинских военных, вот, военные, вот, не просто там бойцы, а вот именно на уровне генералитета, они попросту говорят, ну, дело в том, что Зеленский сошел с ума, он не понимает, что происходит в Крыму. Он не понимает, что из Крыма готовится очень серьезная атака на Николаев, Херсон и Одессу. И это просто очевидно любому. У нас же тоже разведка, говорят, докладывает. У нас разведка докладывает, что то, что происходит в Крыму, это специальное действие, направленное на то, чтобы, скажем так, поменьше путалось под ногами гражданских. Чтоб дома сидели, бензина не дают. Это Именно. так, если проще. Ну, как бы так. Да, потому что на самом деле это очень тревожная тенденция. Это говорят представители украинских военных. Вот, что на самом деле вы не обращайте внимания на этот момент, что у них все плохо, потому что на самом деле готовится очень серьезная операция. Это, я не знаю, информирует ли об этом Верховного главнокомандующего, но главнокомандующего ВСУ Сырского точно информирует. Он точно об этом знает. Он точно понимает, что там происходит. Иващенко, который возглавляет Главное управление разведки Министерства обороны, он его информировал. Вот. Зачем вот эта бравада, которую сейчас демонстрирует Федоров, вот, зачем вот эта бравада, которую демонстрирует Зеленский, что вот посмотрите, ха-ха-ха, как мы там сейчас насолили русским, что теперь вот Крым скоро добровольно к нам присоединится обратно. Вот, я не знаю. Смотрите, если мы вот так, вот с такого ракурса посмотрим на все происходящее, что на самом деле эти удары — это не отрезание Крыма от всего, что middle страйки чуть ли там это не новое оружие. Вот сейчас полетят баллистические ракеты, об этом Федоров говорит, Штиллерман раньше еще говорит, все уже почти готово. Как сегодня переврали слова Трампа о том, что «Ой, рассматривает возможность передачи ракет американских Украине». Да? Ну, если так, а если слушать прямую речь, то он говорит, ну, меня попросили. То есть разница. Я рассматриваю возможность, и меня попросили. Ну, если попросили, то, понятно, ты рассматриваешь возможность. Да? Ну, то есть, вроде как очень близко, ну, близко,
ну, к тексту, ну, вот так это все подали, то складывается впечатление, что как раз-таки на Г7 Трамп исполняет, Трамп опять вводит всех за нос. Это было осенью прошлого года, помните? Когда он Да, тоже конечно. точно Я ровно такие же тоже заявления сегодня давал. сказал, когда ну, в общении, в частном общении, я тоже говорил о том, что Трамп действительно вот, ведет себя как на переговорах, как бизнесмен на переговорах. Вот. Он дает двусмысленные намеки, он не дает никакой конкретики, он делает так, чтобы каждый почувствовал, скажем так, свой перевес в этом, свое преимущество, но при этом он остается себе на уме. Вот. И в этом отношении заявление Трампа нельзя воспринимать ни в коем случае буквально. И Трамп играет в очень, скажем, такую многослойную игру, в том числе с участниками G7. Так что как будет дальше, это знает только сам Трамп. Как будут вести себя Соединенные Штаты. Но пока что каждый участник этого саммита почувствовал себя в выигрыше, почувствовал, что вот именно он убедил Трампа, Трамп на его стороне, мы все вместе сильны как никогда. И так далее. Хорошо, давайте тогда проанализируем саммит, который закончился, ну, там, заканчивается, ну, в общем, то есть там с Моди встреча, у Трампа другие встречи, но тем не менее спрашивают все равно об Украине. Пресса вся глобалистическая, я подчеркиваю, написала о том, что Трамп переобулся, Трамп теперь на стороне глобалистов и против России, он будет Россию заставлять заканчивать войну. То есть, ну, когда его... Вот, ну, тоже, а маленькие сигналы уже как-то они теряются в этом шуме пропаганды. То есть его спрашивают журналист, а скажи, Путин убийца. Ну, это как вот, да, мы с Крыма, про Крым поговорили, типа, чей Крым? Вот скажи, Путин убийца. А он говорит, я не могу этого сказать, это толку никакого не принесет, я с ними все-таки хочу договариваться. Ой, как неприятно и интересно. Рютте выходит и делает сенсационное, я считаю, заявление сегодня перед нашим эфиром. Так говорит, в Анкаре на саммите НАТО Зеленского не будет. Говорит генсек, который приезжал к Зеленскому, вот это там они бравадой тоже занимались, играли на камеру, с псом патроном фотографировались, так все было круто. А там же на этом саммите должны опять деньги выделять на Украину. Но с другой стороны, нам все говорят, что Зеленский выбил очень много денег на саммите Г7. Так получается, что, ну, о чем речь? О деньгах или о войне? Смотрите, Зеленский попросил деньги, ему пообещали рассмотреть этот вопрос, но ему не дали еще конкретный ответ относительно того, что дадут или не дадут деньги. Потому что от момента заявки до момента поиска денег проходит очень много времени. Эти деньги же не лежат где-то там на полке, их просто придут, возьмут там 70 миллиардов и скажут, вот, пожалуйста, вот донесете, условно, или помочь, или тележку подкатить. То есть это также не происходит. То есть необходимо найти механизмы обеспечения этих 70 миллиардов. Так что Зеленский сказал, нам нужны эти деньги. Мы сказали, хорошо, мы посмотрим, мы попробуем их найти. И он приезжает и говорит, да, мне уже пообещали. Хорошо, а что с разработкой ракет на украинской территории? США и Г7 будут в Украине строить какие-то ракеты? Понятное дело. Вопрос, когда? Вопрос, когда? Опять же, вот представьте себе, что даже если завтра, а точно, что это будет не завтра, принимается решение о строительстве некоего завода в Украине по разработке. Его необходимо построить, необходимо провести там определенные логистические моменты, привести в порядок, необходимо привести оборудование и прочее. То есть нет. Ну, Константин Петрович, ну вы какой-то старорежимный. Да. Вот есть костюмерная киностудия Довженко, там есть вся логистика, там есть санузел. Одно дело, костюмерную можно использовать для того, чтобы там продуцировать дроны, другое дело, что необходимы другие абсолютно мощности для того, чтобы делать ракеты, баллистические ракеты. Это абсолютно другие площади. Не отдавать же Юшмаш, по которому уже один раз прилетал Орешник под это.
соответственно, все согласования, все решения, строительство и все прочее займет как минимум несколько лет. Как Лет. минимум. Лет. Не месяцев, не недель. Так что Украине скажут, да, конечно, мы готовы построить. Плюс ко всему, а где гарантии того, что завтра построят как бы какой-то вот, комплекс, вот, а в этот комплекс не прилетит орешник? Вот. Хотя я думаю, что с украинской стороны, как только будут возведены стены, и как только деньги зайдут на строительство, там, если не Зеленский, то кто-нибудь из его близких сразу же передадут координаты этого русским, чтобы орешник прилетел, и чтобы сказать, ну, так все стало. Вообще, конечно, все походит на какую действительно промо-акцию, пиар-компанию, маркетинговую компанию. Я уже не знаю, я так как начитаюсь иногда, вот, оказывается, есть вот эти дроны-перехватчики P1 Sun, ну, типа Писюн, да, а теперь сделали Писюн Long, ну, типа длинный. И вот смотрите, какая классная штука там сбивает все вот эти цели. А дрон какой склепали, который стреляет вот это из автомата, как в кино, представляете? А сообщили, что какие-то дроны на искусственном интеллекте сами приняли решение убить российских солдат. То есть это все много. Штиллерман говорит, все уже почти готово с баллистикой, все готово с перехватчиками. Так а зачем им тогда лицензию? Чего они просят, если у них все почти готово? Это раз. А во-вторых, тут тоже очень интересный подтекст вот этого всего происходящего. Константин Петрович, ну, я понимаю, что так строится политика, однако... Смотрите, то, что Украина производит сейчас большое количество дронов, это да. То, что европейские государства, члены НАТО, тоже поставляют в Украину новейшие дроны, это тоже да. То, что у нас преимущество, перевес над Россией в дронах, вот, это тоже правда. Это признают практически все, этот момент, что у нас есть перевес. Даже не паритет, а перевес. Почему российской армии стало сложнее продвигаться на Донбассе. И то, что, скажем, украинская сторона, она постоянно совершенствует свои беспилотники, вот, они совершенствуются быстрее, чем, скажем так, происходит поиск определенного антиоружия или же определенного противовеса со стороны России. Это тоже правда. Украинская армия более мобильна в этой ситуации. Действует украинская сторона. Не потому, что у нас есть больше возможностей, а потому, что нас снабжают разного рода технологическими новинками. Вот. Да, и война постоянно как бы модернизируется. Эта война меняет свой характер на протяжении, вот, если возьмем с 22 года по сегодняшний день, война меняет свой характер. Но в любом случае эти все новинки не могут заменить собой и необходимость живой силы, необходимость ведения наступательных операций при помощи живой силы. И в этом отношении у Украины более ограниченные ресурсы. Затормозить продвижение российских войск все эти новинки могут. Вот. Обеспечить Украине победу, вот, российской армии поражение, очень сомневаюсь. Получается, Зеленский, главный итог его визита на Г-20 – это продлить войну и охмурить Трампа. Нет, получилось? Скажем так, Зеленского пригласили на G7 с тем, чтобы там очередной раз, во-первых, показать его, что вот смотрите, против этого человека, против государства, которое он возглавляет, была, скажем так, применена очень высокая форма несправедливости и так далее, ему надо помочь. И второе, Зеленскому напомнить, что он должен воевать, что он должен дальше продолжать боевые действия. Ну и третий момент – это убедить основных членов G7, в первую очередь Соединенные Штаты, что они тоже должны приступить к коллективной помощи Украине. Такая тройная форма. Ну, по поводу дронов очень важная деталь. Сегодня прям такой coming out совершил его Туск. Говорит, так это большой бизнес.
Большой Да? бизнес. Все помогают Украине, зарабатывая. И мы тоже хотим. Все Вы хотят. знаете, что Польша в 2023 году, например, Польша, вот, она зарабатывала на ремонте украинской техники. Она выставляла, и это, кстати, не какие-то инсайдерская информация, это скандал, который был заметен даже в западных СМИ. Вот. Польша выставляла цены за ремонт украинской техники в 10 раз выше, чем они приняты в среднем в Европе. Просто зарабатывали на этом. Просто интересно другой момент. Хорошо, Да. если все будет продолжаться, а я так понимаю, продолжаться в том же духе, то какие тогда перспективы урегулирования? Виткофа и Кушнера, я так понимаю, ждут в Москве. Об этом говорил Ушаков. Да и Зеленского, в принципе, ждут в Москве. Если хочет, пускай приезжает. Что тогда за танцы? А давай встретимся, Путин. К чему это? Это тоже как часть балета, который сопровождает фронтмена. Вы знаете, я боюсь, что Зеленский не пройдет фильтрацию Шереметьева. Вот. У него такое количество сомнительных связей там, в телефонной книге, вот, что если он приедет в Шереметьево и там представители ФСБ возьмут его телефон, они просто скажут: нет, вот на 50 лет вот вам запрет на въезд в Россию. Конечно, шучу. Понятное дело, что Зеленский не поедет в Россию. Понятное дело, что Путин не поедет на какую-то нейтральную территорию встречаться с Зеленским, поэтому это обмен любезностями. Вот. Зеленский: вот, я готов встретиться с Путиным в Соединенных Штатах. Путин: да нет, вот если хотите поговорить, приезжайте в Москву. Вот через Пескова передает. Вот, и так далее. Поэтому понятно, что ни одна, ни другая сторона не пойдет сейчас ни на какие уступки в том плане, чтобы встречаться друг с другом. Что касается деэскалации или же возможной новой эскалации, еще год назад я был убежден, что мы можем найти общий язык. Можем. И действительно мы дошли, вот наши стороны, дошли до определенных возможностей возобновить переговоры, вот, которые вселяли какие-то надежды, что, возможно, где-то на каком-то этапе там разум сможет восторжествовать. Плюс ко всему было очевидно, что есть экономические предпосылки для усиления контактов между Соединенными Штатами и Россией. Есть желание Трампа надавить на Украину и на европейских партнеров, чтобы те там были более податливыми. Есть новые переговорщики, есть переговорные площадки, поэтому мы как бы снова можем вернуться в переговорный процесс. Но просто мирный процесс был, просто заговорили, заболтали. Вот. Нет, Сделали все для того, чтобы имитировать только это. Константин Петрович, вы говорите о времени Стамбула-2. Стамбул-2, я всем напомню, закончился обменом меморандумами. Они были абсолютно разные, ну, если верить прессе, которая тогда их около года назад, чуть меньше, сливала. У России концептуально их видение, вот это все. У Украины такие более, в принципе, как и два Владимира. Это как, понимаете, то есть там у России было в меморандуме меню, а у Украины была граммовка там гарнира, понимаете? Граммовка. Там столько воды, столько там крупы, столько всего, а тут еще надо еще немножко подрезать того или иного, так украсить. Вот такая вот так это, но это же можно возобновить. Почему тогда не возобновляется? Потому что есть принципиальные вопросы, которые не решаются. Украина сказала: мы не будем решать вопросы о том, что там, о передаче той или иной территории России. Вот. Мы не будем рассматривать вопрос о признании территорий, которые завоевала Россия, потерянными Украиной, передаче этих территорий России. Мы не будем идти ни на какие уступки, которые касаются там, перспектив членства Украины в НАТО и так далее. То есть это для нас неприемлемо. Вот. И так далее. Соответственно, Путин сказал: ну хорошо, раз так, тогда мы дальше продолжаем воевать. Вот. Соединенные Штаты начинают кричать, что как мы же о чем-то договаривались в Анкоридже. Вот Путин говорит: да, но вы со своей стороны не выполнили эти договоренности. Вот, потому что вы должны были там выступить в роли гаранта и посредника. В результате все затормозилось, и сейчас я вижу только один вариант – это дальнейшая эскалация.
Ну а какой эскалации нам не хватает? Смотрите, А сегодня... какой эскалации? Нет, смотрите, дело в том, что когда мы говорим об эскалации, это может быть несколько вариантов. Первое – это попытки определенных контрударов, которые Украина постоянно анонсирует, вот, и, соответственно, ищет, куда направить этот вектор удара. Второй момент – это то, что в условиях войны дронов, когда связаны действия, действия живой силы на фронте, это удары ракетами, баллистикой по тылам. Вот. Я не исключаю, что этим летом будут разрушены многие логистические хабы, цепи и пути, в том числе через Днепр. Ну, это, в принципе, логично, потому что сейчас идет отработка всех вот этих маломальски больших каких-то складов, имеется в виду новая почта, там колоссальные убытки, конкретно методично выбивается Укрпочта, вот эти склады, вот все то, что большое, туда прилетает, да, ну, то есть убытки сумасшедшие, вот этот бизнес, который внутри новой почты отправляет товары, там, услуги, воет, потому что не могут, непонятно, что с посылкой, то есть они теряются в огне пожаров и так далее, и так далее. И это действительно серьезные убытки. Плюс, конечно, ожесточенно вот сейчас война обернулась своим звериным лицом гражданским. Сегодняшняя история, я хочу, чтобы вы ее прокомментировали. Брянская область, автобус, 28 детей, сопровождающие, я так понимаю, 2 водителя. Дрон атакует, погибает женщина, сопровождающая, у нее 2 дочки, двойняшки, 21 год, уроженка Луганска. Автобус ехал из Беларуси на отдых, сборы в Геленджик. Речь идет о детской, подростковой, да, детской, юношеской футбольной команде. 6 человек ранило, я так понимаю, 2 взрослых, ну или тренера, или водителя, и 4 детей. ВСУ опровергает, говорит, мы не били, это не мы, там никаких дронов наших не летало. МИД российский заявляет о военном преступлении, МИД белорусский требует от Украины объяснений. И все это происходит на фоне Лукашенко, который извиняется, говорит, что Ватикан и евреи, еврейское лобби, не дали закончить войну в 22 году, приводит там много интересных подробностей о том, что никто на территорию Беларуси не пойдет пешком, нечем, а дронами могут лупить, пытается сгладить конфликт. И сейчас все ждут от него какой-то реакции. Какой она может быть ввиду ужаса преступления? Ну и опять-таки, опять автобус, Константин Петрович. Да, опять автобусы, соответственно, и это будет продолжаться, к сожалению, потому что продолжается война. И, соответственно, в ходе войны преступления становятся, извините за цинизм, становятся нормой. Преступление становится нормой. И потом, соответственно, каждый в этих условиях начинает обвинять друг друга, начинает кричать «это не мы», вот, мы туда не били, не стреляли и так далее. Ну, извините, пожалуйста. Иногда просто, когда происходят подобного рода вещи, вот, может быть очень много разных версий, что это произошло. Что на самом деле? Эксцесс исполнителя, там, или же это на самом деле там, какая-то третья сила, там, как говорят, которая пытается как бы подлить масло в огонь, спровоцировать. Может быть, там просто бравада определенных подонков, которые там говорят, а давайте сейчас ударим еще по автобусу, покажем им, как оно. И прочие моменты, особенно в условиях, когда не все приказы отдаются централизованно, согласовываются централизованно. Я уверен, что просто оператор дрона, он чудесно видел автобус, он видел, что это гражданский автобус, он чудесно видел надпись «Дети». Там есть просто 2 момента, понимаете? Это так вот довелось мне так перекинуться, пообщаться с людьми знающими, которые непосредственно понимают. Есть 2 версии. Версия первая. Это не оператор, искусственный интеллект, а там поди знай, да, что вообще у него на уме, как его настроили, куда запрограммировали.
Как, в принципе, со Старобельском была версия, помните, что это тренировались, так сказать, автономный выбор цели. Но вариант второй еще более циничен. Если там сидит живой человек, причем самое интересное, что подобная практика, она как и среди российских военных, так и среди украинских военных. Вчерашние жуткие удары по маршрутке, а потом еще вдогонку по медикам, полицейским, которые приехали помогать в Херсоне, в Никополе, то есть там вообще просто по гражданским. Удары тяжелейшие под Северодонецком, когда там врач, он приехал с Дагестана, врач, который... А там дефицит кадров, понятно, там война, дроны тоже бьют, летают, пытаются как-то восстанавливаться под контролем российским город. И там врач в поликлинике ехал на машине, говорит, 5 секунд у меня было, чтобы выскочить и, в общем-то, не погибнуть. Реальный врач, который работает в поликлинике там. Вот эта ситуация сейчас. Элементарно. Летит оператор беспилотника, смотрит на заряд батареи, ищет цель, видит заряд, садится и бьет плюс-минус куда, плюс-минус, что подходит под какую-то цель. Автобусы поэтому, будут и дальше гореть. В ходе войны люди теряют, многие люди теряют человеческое подобие. Как бы их ни называли героями и так далее, они просто теряют иногда. Они видят перед собой не человека, а врага. Не людей, а врагов. Не детей, а детей врагов и так далее. Это первое. Второй момент. Войны не ведутся в белых перчатках. И грязи, подлости и так далее немерено с одной и с другой стороны. И военных преступлений тоже немерено с одной и с другой стороны. Хорошо. Многие совершают эти преступления в надежде на то, что победители не судят, и что война все спишет. Нет, в том-то и дело, Константин Петрович. Они там просто отрабатывают эту историю, зарабатывают себе ебал. Именно так. Зарабатывают, отрабатывают. Война все спишет, они считают. Ебал заработали, но как поведет себя Лукашенко теперь? Я не знаю. Нет, Лукашенко, он же не извинялся. Это фигура речи, его извинения. И в его речи, я уже обратил внимание в своем телеграм-канале как раз, что в его речи прозвучала такая очень скрытая, тонкая угроза Зеленскому. Как поют, так и отпевают. Отпевают, понятное дело, кого обычно. Живых людей не отпевают. Поэтому Зеленский очень четко получил сигнал от Лукашенко. И я думаю, что Лукашенко, как опытный политик, он, очевидно, будет иметь определенный план действий в этой ситуации. Но смотрите, опять-таки, на фотографиях, которые распространили уже позже, автобус этот, там номера сняли. Или, может, вылетели после удара и так далее. Украинские паблики говорят нам о другом, о том, что не показали детей, да, тоже как-то странно. Окровавленные сидушки показали, а детей не показали. То есть это, мол, претензия. И ВСУ говорит, что это провокация. То есть это россияне ударили по белорусскому автобусу. Понимаете? Вот таким вот образом все выставляют. Понимаете, это все заявление. Все заявления. И, соответственно, каждая сторона будет свою правду защищать. Каждая будет говорить свою версию. И ни одна из сторон не согласится с версией противоположной. А провести расследование точно не будет возможности. Объективное расследование. Нет, объективных расследований в такой ситуации, конечно, их никогда и нигде нет. Поэтому каждая сторона будет использовать эту трагедию, как она будет считать необходимым собственной целью. Зеленский заявил, что будет тяжелая зима в России. Я так понимаю, что вот эти дроны, которые сейчас бьют по НПЗ, и тут определенный экономический перекос, ведь, знаете, это же сообщающиеся сосуды, а нефть все-таки жидкость, да? В том плане, что даже западная пресса говорит, доходы увеличились у Российской Федерации, потому что
НПЗ там какие вывели из строя, какие не вывели, поэтому гонят сырье, сырой нефтью, да, продают, увеличили, пик продаж вот был последние дни. А будут завозить, сегодня сообщили, морем уже ГСМ, то есть бензин. Да? Причем Беларусь, Казахстан основные доноры, а теперь еще и морем попрут. Может, кстати, с этих же индийских заводов. Да, ведь Россия выручала Большинство Индию. НПЗ очень быстро восстанавливается. Очень быстро восстанавливается. Потому что дроны, они бьют, скажем так, точечно. И, как мне объясняют специалисты, вот, что это не значит, что если прилетел дрон, что если там показали картинку зарева, факела и так далее, вот, дым столбом, что это уничтожено полностью НПЗ. Вот. Я не специалист в этом, но говорят, что это месяц, там, 3 недели, месяц, когда выводится завод из строя, дальше он снова начинает функционировать. Примерно в прежнем режиме. Плюс ко всему, опять же, по информации, которая она уже есть в интернете, что представители деловых кругов России где-то пару недель назад они предложили Путину создание определенных военизированных формирований по принципу ЧВК, которые будут защищать предприятия, основные предприятия. Их необходимо только вооружить их противоракетными, противодроновыми и прочими там системами. И там каждое, там все эти там Дерипаски, Абрамовичи, там, Потанины и прочие будут просто содержать эти структуры для того, чтобы они защищали предприятия от налетов дронов или же там ракет. Нет, ну понятно, что противодействие найдется какое-то Да. определенное. И точно так же вчера сообщили нам о том, что вот эти вот глушилки Старлинков поставили, и свои какие-то рассвет, систему спутников тоже опробуют и пытаются выводить на орбиту, типа как у Илона Маска, только лучше, это Путин об этом говорил. То есть мы видим, как эта гонка идет. Меня интересует в этом контексте немножко другой вопрос. Если будет эскалация, да, то можно же кричать о том, о Крыме, о Крыме, о Крыме, а, например, втянуть Беларусь или Приднестровье. Об этом же долго говорят. Ведь вряд ли там автобус с белорусскими номерами из Гомеля, не было видно, что это какие-то не такие номера у него. Ну, втянуть Лукашенко на протяжении всего этого времени балансировал. И Лукашенко постоянно говорит, что он не даст втянуть Беларусь в конфликт. Вот. То, что Беларусь провоцирует, это однозначно. Провоцирует со всех сторон. Вот. Лукашенко как раз стоит отдать должное ему, как человеку мудрому, вот, что он не дает возможности Беларусь втягивать в конфликтную ситуацию. И думаю, что и сейчас в нынешней ситуации он тоже вряд ли будет давать какой-то симметричный ответ. Что касается Приднестровья, Приднестровье ожидают выборы. В конце года у них президентские выборы, так что да, будут попытки сорвать, будут попытки не дать возможности провести эти выборы. В том числе и Украина будет провоцировать. Да, этого стоит ожидать. Как вы думаете, вот тоже так интересно, вчера, позавчера, вот это все кричали об этой жутчайшей атаке на Киево-Печерскую лавру. А потом как-то вот, ну, вчера дали брифинг о том, что крест спас спасателей, рассказали там о том, что 500 миллионов нужно будет, чтобы это все восстановить. Ну и все. И как бы и дальше ВОЗ и ныне там, и все и забудется. 2 года нужно будет, чтобы восстановить этот купол, эту крышу. Ну и хорошо. И как бы все уже об этом и ничего и не пишут, и не говорят. Хотя такая же волна поднималась. Это такая типичная история для украинских... Ну, смотрите, волну подняли специально по заданию Офиса Президента. Я просто смотрел, как люди, которые сейчас работают на Офисе Президента, как они писали как под копирку в Фейсбуке одни и те же сообщения.
одни и те же сообщения, что Путин вот, бьет по святыне, вот для него ничего святого не осталось, вот он целенаправленно принял решение бить по Лавре. Кто-то писал о том, что это ответ за панораму в Севастополе, которая уничтожена была украинскими беспилотниками, вот, и так далее. То есть потом дальше пошла волна следующая. Вот, а куда смотрит Украинская православная церковь? Вот. А почему не реагирует или слабо реагирует митрополит Ануфрий? И с таким пафосом все, митрополит Ануфрий для нас перестал существовать как авторитет. Вот. То, что они поливали, те же эксперты поливали его грязью на протяжении 3 лет, это значит, что он у них был авторитетом до сих пор. Да? Вот. И вот такие вот публикации, они шли одна за другой с периодичностью 10-15 минут. Вот. Создали волну, все, волна спала. Они там, очевидно, поставили галочки, отчитались. Вот, их там в ведомость записали, там конверты с деньгами передали, и все, и как бы все уже как бы успокоились. Понятное дело, что то, что произошло над Лаврой, это ситуация, от которой не застрахованы сейчас никто. Вы верите в рукотворность этой ситуации? Нет, я верю в то, что на самом деле был сбит беспилотник, и это мне подтверждают как раз военные. Я повторяю, я с военными постоянно созваниваюсь, у меня очень много людей, которые сегодня они служат, они в армии и так далее. То есть у меня много знакомых офицеров, генералов и прочее, с которыми я не прекращаю общение, они со мной тоже не прекращают общение. Вот, обмениваемся мнениями. Что касается их мнения, они считают, что был сбит беспилотник вот, над Лаврой. Вот, непосредственно. Основная часть упала, двигатель упал возле трапезной. Часть упала на Успенский собор. Вот, и значительная часть упала на арсенал, Мостайский арсенал. Вот то, что фактически и было повреждено, видно, как рассыпались осколки. Говорить о том, что специально был послан беспилотник для того, чтобы ударить по Успенскому собору. А почему по Успенскому собору, который на самом деле является новоделом? Настоящий Успенский собор был взорван в 1941 году. Вот в ноябре 1941 года долго стояли руины. Я еще помню, когда в детстве я видел эти руины, приходил там. Вот. Потом, уже где-то в 2000 году, если не ошибаюсь, было построено здание из бетона уже. Там, был воссоздан только облик Успенского собора. Но сказать, что это тот Успенский собор, который в 1072 году построен был сыном князя Ярослава Мудрого Святослава, вот, что это тот собор, ну, точно нельзя. Вот. От этого, конечно же, не является это событие не становится там, каким-то таким, когда его можно оправдать. Вот, понятное дело, что в ходе боевых действий страдают те или иные, в том числе и культовые сооружения, но вряд ли этому есть оправдание, как и в целом прилетам по гражданским объектам. Это второй такой на моей памяти серьезный удар по культовым сооружениям. Вот. Кроме того, что там были уничтожены целый ряд храмов на Донбассе, там, в том числе храмы на территории Святогорской лавры. Вот, но я еще напомнил бы о прилете в Одессе. Вот, когда говорят, там ракета ПВО прилетела. Ракета ПВО, именно, ракета ПВО. Изначально там, как же было сказано, что это там баллистика прилетела и так далее. Если бы баллистика прилетела бы, там от храма бы не осталось бы ничего. В принципе. А там действительно вот четко ракеты ПВО. Просто попало. Но это вот второй случай, когда били по дронам, а, соответственно, осколки упали. Директор музея Киево-Печерской лавры вчера дал очень интересный комментарий по поводу хранящегося в этом музее, в лавре, праха Столыпина.
якобы с Зеленским связывался там правнук Столыпина, а он имеет проукраинскую позицию, живет в Европе с ценностями, все у него хорошо, и говорит, пускай, и решили до конца войны не трогать. А что б сделали, и почему Зеленский, который вряд ли, наверное, знает, кто такой Столыпин, не помнит точно со школьной программы, решает судьбу его праха? Только потому, что Зеленский считается сегодня диктатором Украины, и, соответственно, все то, что происходит на территории Украины, оно является... Завхоз да, праха. да. Знаете, вчера как раз с друзьями мы общались, сказали, что сейчас все фактически... Вот Оруэлл бы аплодировал. В России как бы диктатура, да, в России диктатор у власти, но он объявляет выборы. Вот. И, соответственно, в Украине демократы при власти, демократический президент, но он не хочет проводить выборы. Поэтому сейчас выборы – это признак тоталитаризма, а отсутствие выборов – признак демократии. Интересно, что КМИС публикует очень интересный в сравнении за 3 года отчет, и там все хотят выборов, уже власть другую. И Кабмин, и Раду. 3 месяца назад говорил, что никто не хочет выборов. Не является ли это нам ключиком разгадки к разговору за закрытыми дверями Трампа и Зеленского вчера? Нет, я думаю, что вряд ли КМИС так мог быстро отреагировать. Вот. О чем они говорили, я не знаю. Честно не знаю. Ни Зеленский, ни Трамп не сообщали мне, о чем они говорили. Вот. И я не знаю, вообще сообщали ли они кому-то об этом. А что касается каких-то косвенных моментов, ну, пока что еще рано говорить. Я думаю, что где-то косвенные моменты мы увидим уже в самое ближайшее время, которые позволят понять, о чем говорилось вчера за закрытым дверями. Кто сбивает Федорова? Мы когда-то говорили уже о кланах и группах, которые образованы в окружении Зеленского с января этого года. Зеленский же после того, как у него забрали няньку в виде Ермака, он решил, что теперь необходимо создать несколько групп, которые будут между собой воевать не на жизнь, а на смерть. Вот. С одной стороны, это проамериканская группа, вот, которая тоже очень условно является единой группой, потому что там Буданов, Арахами, они друг друга не переваривают, но ладно, это одна группа, ориентированная на Соединенные Штаты. Вторая группа – это глобалистская группа, Пинчука, Фиала и прочих, там, куда входит Федоров. Вот. Третья группа – это там Поклад и прочие силовики, которые сегодня контролируют СБУ. И эти группы между собой сегодня ведут очень серьезную борьбу, которая проявляется в том числе в противостоянии Федорова, например, и группы Арахами. Туда замешали порошенковский след, якобы на какой-то панели какого-то собрания, там, бесед о безопасности, о дронах. Портников разворошил кубло, и все говорят, это Порошенко атакует Федорова, с ним не поделились. Выходит Федоров, говорит, я тут на корню, полиграф, все, закупки. Подсанкционные, говорит, есть даже люди, которые участвуют не прямо, но в этих закупках. Интересно, кого он имел в виду? Порошенко, что ли? Что это еще за новый... Нет, смотрите, Портников, да, я знаю про это, обсуждала весь Facebook, значит, не нашлось, наверное, там даже в отдаленных селах, даже там пользователей Facebook, которые бы не написали про Портникова и про его выступление. Зная Виталия Портникова, он вполне мог, в принципе, заявить о своих симпатиях и антипатиях, а не надо под это подверстывать каким-то образом Порошенко. Вот. Порошенко как раз и Федоров, они приблизительно, ну, скажем так, они абсолютно в разных плоскостях находятся сегодня. В разных плоскостях. У Порошенко нет сегодня своих интересов в Министерстве обороны. Вот. Он бы, может быть, и хотел бы, но не допускает туда. Вот, Министерство обороны, чтобы там зарабатывать в Министерстве обороны. Поэтому давать команду Портникову, там, просить Портникова, чтобы тот наехал на Федорова, ну, вряд ли это у Петра Алексеевича. Вряд ли это была его инициатива. Скорее всего, Портников, как человек достаточно, скажем, такой въедливый, вот он просто не переносит Федорова, считая его выскочкой и считая, что тот не на своем месте.
А как вы считаете, Федоров на своем месте? И какая у него главная задача, исходя из тех реформ, которые он сейчас проводит? А ТЦК дело в том, что никто нет. не занимается. Никто не занимается ТЦК, Константин Петрович. Смотрите, опять же, Федорова надо рассматривать как часть его вот этой вот группы, которой он принадлежит. Его задача заменить людей, которые раньше сидели на потоках в министерстве, другими людьми. Не секрет, что тот же Фиала и прочие, они давно рвались к тому, чтобы взять под свой контроль Укроборонпром, прочие там вот эти вот все поставки оружия в Украину и прочее. Вот, контроль над бюджетами, военными бюджетами. И это не только их идея. Они таким образом выполняют заказ Запада. Федоров уже с этим справился. Он отодвинул одних людей, привел других людей, а все остальное он же в военной тематике он не особо сведущ. Вот он же компьютерщик, он же айтишник, по большому счету. Вот. В этом он действительно понимает. В этом он разбирается в этой сфере. Но он сделал свое дело. Он заменил одних людей другими людьми. Просто переподчинил потоки финансов. Константин Петрович, очень важный момент, который вот сейчас об этом пишут во время нашего эфира, все начали распространять, писать, это все-таки ситуация с Ираном для Трампа. Трамп уже объявил, что он возвращается в Украину и будет мутить peace deal, ну, сделку о мире, и, в общем, будет урегулировать этот вопрос, потому что Иран уже не интересен. Сейчас пишут, что Иран может даже раньше, чем в пятницу, быть в Швейцарии подписан вот этот меморандум. Пункты его разнятся, опровергаются там то Венсом, то самим Трампом про 300 миллиардов будущих инвестиций. Но возникает понятный логический вывод. Открытые шлюзы нефти Ормуза, урегулирование. Понятно, для Трампа репутационные потери. Он не победил Иран. Но, с другой стороны, они опять дадут новый импульс и сил в Европу. Соответственно, оружия больше не надо в таком количестве и прочее, и прочее, и прочее. Ну и, в общем, есть как бы дрова, которые можно подбросить в костер украинской войны. С другой стороны, многие говорят, что это полупригасили и Украину полупригасят каким-то таким хитрым способом, похабным миром или чем-то вроде этого. Ну, а потом выведут красиво, как вывели, по большому счету, вывели Иран после этой всей стычки из-под санкций, выведут Россию из-под санкций и будут все жить, поживать и добра наживать до какого-то следующего, например, там, этапа. Вы какой точки зрения придерживаетесь больше? Вы понимаете, это все гадание на кофейной гуще. Нельзя сказать, что как оно будет, но реально я не вижу, чтобы были решены те вопросы, те противоречия были преодолены, которые породили конфликт на Ближнем Востоке. Это первое. Второй момент – это то, что в любой момент может разгореться конфликт с новой силой, тем более, что там остается все-таки главный поджигатель этого конфликта – Израиль. Вот. И тема будет, очевидно, тлеть дальше. Третий момент – это то, что очевидно, что вопрос с Украиной не может решаться по лекалам, которые применялись в Венесуэле или в Иране. Вот для тех же Соединенных Штатов. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что реально мы видим сейчас игру Трампа, что Трамп играет, и пока еще эта игра не закончилась. Вот. Вряд ли Трамп пойдет на определенные шаги, которые будут свидетельствовать о поражении Соединенных Штатов. Потому что то, что сейчас предлагается, это поражение Соединенных Штатов. Явное поражение Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ну, а как будет Трамп дальше использовать эту ситуацию? У него уже впереди промежуточные выборы. Вот. Многие считают, что он не может допустить поражения республиканцев.
И уже многие потирают руки, что вот демократы скоро придут к власти, Трамп станет никем. Особенно вот те люди, с которыми Трамп обнимался в Эвиане, вот, и пожимал им руки, они ждут прихода, возвращения демократов, того, что из Трампа сделают хромую утку и вообще свяжут по рукам и ногам и так далее. И снова Соединенные Штаты вернутся к евроатлантическому единству. Трампу на самом деле предстоит победить не только демократов, но и республиканцев. Это главный момент. Как он использует все то, что происходит, вот этот бардак, который происходит сегодня в мире, вот этот хаос, как он это использует, известно только, наверное, ему одному, что он задумал, какие у него задумки. То, что будем свидетелями очень ярких, непрогнозируемых и, на первый взгляд, алогичных шагов и действий в ближайшие месяцы, это тоже однозначно. Ну и то, что Трамп не разрешит тому, чтобы его враги победили, одержали победу над ним. Ну, я в этом более чем уверен. У Украины преимущество сейчас в войне? В том-то и дело, что я не вижу этого преимущества. Вот меня убеждают, мы начали с этого, меня каждый день убеждают наши средства массовой информации в том, что мы побеждаем, у нас преимущество. Я уже говорил, у нас преимущество в дронах, да, оно есть. Это единственное пока что преимущество. Что касается остальных преимуществ, я их не вижу. Мы теряем территорию. Но нам говорят, нет, это вам кажется, что вы теряете. Мы потеряли Покровск фактически, но Украина до сих пор не признала, что Покровск потерян. Украина до сих пор этого не признала. Вот, хотя уже все, Дипстейт и все прочие, там вот эти вот, уже все написали об этом. Точно та же ситуация с Константиновкой. Бои идут с самой Константиновкой. Нет, это только на подходах. Это отдельные группы только проникают. Вот. И так далее. То есть Украина отрицает очевидные вещи, украинская сторона, и нас убеждают в том, что у нас преимущество. А сколько так можно дурить народ? Не знаю. Вот. Помните, был когда-то советский анекдот там, о том, как Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон вот, стояли на трибуне Мавзолея и смотрели на парад. Вот, на парад на Красной площади. И Александр Македонский говорил, вот если бы у меня были такие танки, я бы покорил бы не только там Индию, я бы и Китай взял бы и так далее. Вот, Юлий Цезарь говорит, а я бы, если бы у меня были вот такие ракеты, я бы запросто взял бы и Галлию, не только Галлию, а и покорил бы всю Европу. Вот, Наполеон говорит, а если бы у меня была газета «Правда», вот, мир бы так бы и не узнал бы о моем поражении под Ватерлоо. Да, так вот, ситуация в том, что уже и газеты «Правда» даже не нужна. Уже усовершенствовались настолько инструменты дезинформации, вот, что этот анекдот просто устарел. Вот. Если бы современные средства дезинформации были у Гитлера или у Наполеона, то я думаю, что после Ватерлоо вся бы Франция считала бы, что победил Наполеон. Вот. А в конце апреля 1945 года все бы немцы были бы уверены в том, что немецкие войска уже стоят на Урале. Ну, еще один вопрос, и перенесемся к вопросам зрителей. Их сегодня очень много, поэтому, друзья, спасибо, что оставляете свои вопросы. Он касается переговорщика от Европы с Россией в вопросе украинском. Блумберг пишет о том, что это может быть Кошта, ну, вроде как он, Европейский Союз представлять. Премьер Италии высказалась, говорит, переговоры с Россией должны возглавить средние страны ЕС. Значит, будет сложно найти среди крупных стран-переговорщиков, сказала бросившая на саммите Г7 курить Джорджа Мелони. Если мы хотим добиться результата, надо какие-нибудь средние европейские страны, в общем-то, прикрутить к этим переговорам. От имени ЕС не надо, чтобы вела Великобритания, Франция и Германия. Скажите, пожалуйста, переговоры России и Европы, ну, пойдет на это Путин? Трамп, я так вижу, пойдет. Смотрите, Великобритания точно не может вести переговоры от Европы, от Европейского Союза, потому что она вышла из Европейского Союза.
Это первое. Второй момент. Кого бы не уполномочили вести переговоры, все равно все переговоры ведутся в рамках определенных директив. Директивы утверждаются в первую очередь Урсулой фон дер Ляйен и Каей Калласом. То есть рамка, с которой приедет переговорщик, даже если это будет Кошта, пусть это будет Меркель, пусть это будет Штайнмайер, любой, кто приедет на переговоры, вот, он садится за стол переговоров, и перед ним лежит бумажка, вот, соответственно, что ему позволено говорить. Это же не то, что он приедет и будет от себя там, предлагать какие-то там ходы, какие-то формулы. У него все будет записано, все будет полностью согласовано. Вот, и если поступит какое-то предложение, которое выходит за рамки предварительно, вот, он должен будет взять перерыв для того, чтобы поехать или там созвониться, согласовать, получить новые директивы. Вот. Поэтому кто бы не приехал на переговоры, все равно директивы будут писать ястребы. Вот. И это будет такие переговоры ради того, чтобы эти переговоры только состоялись, произошла имитация переговорного процесса, и переговоры были провалены изначально. Да, друзья, подведем итоги нашего вопроса, переходим к вашим вопросам. Тут, конечно, понятно, что там обсуждается удар по детям белорусским, потому что они, например, белорусские, автобус белорусский. Это вот абсолютно, вот все ждут реакции Лукашенко, я вижу, там и в чате пишут, и вот так люди общаются, но, простите, сегодня показали тоже интересные картинки, прямо в городе Белгород, прямо в Белгороде. Дроны, FPV атакуют гражданские машины. Люди снимают, показать не могу, слишком много ругани и брани там на этих дорогах, на светофорах останавливаются гражданские, да. Но, в общем, это новый уровень, определенно новый уровень. И я так понимаю, что не обойдется без ответных мер, ну или там зеркальных каких-то мер. Поэтому, в общем, куда мы заходим, в какую, так сказать, пропасть, это уже отчетливо видно. Так, итоги опроса. Значит, как решится вопрос территорий в следующем эпизоде итерации, допустим, мирных переговоров? 5% Россия уступит, Украина не уступит, будет там, где стоять, а с некоторых территорий уйдет Россия. Украина уйдет с некоторых территорий, Россия не уйдет. Это 52% победитель. То, что Россия уступит 5%, то, что Украина уступит 52%. Ну и похожие результаты, что будет обмен территориями 23%, и по линии фронта стоим, где стоим, 20%. Вы как бы так не ответили четко на этот вопрос. Как вам кажется, все-таки, когда придет пора подписывать, какой вариант рабочий по земле? Вы знаете, я думаю, что все-таки тогда будет решаться вопрос по линии фронта. Но вопрос в том, что линия фронта, вопрос, где будет проходить, это первый момент, и понравится ли эта линия фронта, например, Украине. Да, ответ понятен. Потому что может быть так, что сегодняшнее предложение, что уступите Донбасс, вот, окажется еще очень и очень лайтовым. Ответ понятен, друзья. Переходим к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей. Анна пишет вопрос Константину Петровичу. Вы один из немногих, кто верит в восстановление Украины. Демографы украинские сказали, сейчас население страны примерно 20 миллионов, 11 из них пенсионеры. Как при такой диспропорции может возродиться экономика? Любой план Маршалла не предполагает такого устрашающего количества пенсионеров. Пенсии – главная статья бюджета любой страны. Как вы видите возрождение экономики страны при таких плохих демографических картах? По статистике ООН из беженцев вернутся около 10%, то есть массовое возвращение уехавших тоже не спасет. А даже если будет возвращение, вопрос возвращаться куда? Где рабочие места, где как раз применение рук и так далее. Я разговариваю с экономистами, с известными экономистами, украинскими экономистами, задаю им этот же вопрос фактически. Я сам не экономист, но я точно так же, как и вы, точно так же этот вопрос меня волнует с самых первых дней войны. Вот. И экономисты мне тоже не могут сказать. Экономисты не могут мне сказать, что это такое, вот, как возрождать Украину.
на чем базировать возрождение Украины. Вот. Тем более, что сейчас власть вообще говорит о том, что об этом не стоит думать. Надо брать побольше денег сейчас на войну, вот, создавать там еще плюс ко всему какие-то иллюзии социального популизма. Время от времени там повышаются какие-то зарплаты, потому что курс доллара растет, курс гривны по отношению доллара по отношению к гривне растет. И, соответственно, в этом отношении как раз сказать, как выйти из этой бездны, сегодня не сможет никто. Сообщество YouTube Ким задает вопрос. Добрый вечер, Александр и Константин Петрович. Вопрос гостю. Прокомментируйте ситуацию с выигрышем России арбитража в суде в Гааге по Крыму, Азову и Керченскому проливу. Первый шаг к признанию Крыма за Россией на юридическом уровне или как? Создание прецедента. Создание прецедента, отталкиваясь от которого можно будет потом рассматривать очень многие вопросы. Это создание определенной ситуации, вот, апеллируя к которой потом можно будет пойти очень далеко, в том числе по Крыму и по другим территориям. Петр, Константин Петрович, удивительное дело. А Довженко не декоммунизирован, доберутся еще? И мне вот интересно, почему? Знаете, хунвейбины, они доберутся и до Довженко, и до Тычина, и до Бажана, и до Рыльского, и до прочих. Вот. Для них же важна форма, а не суть. Вот. Они же будут судить по, скажем так, по внешним признакам. Во Львове уже подняли вопрос о том, что необходимо декоммунизировать улицу Винниченко. И, кажется, там уже даже декоммунизировали. Винниченко, автор 4-го универсала, вообще всех 4 универсалов Центральной Рады, тот, который стоял у истоков украинского государства УНР в 1918 году, премьер-министр Центральной Рады и так далее. Вот. Потом он в 1920 году вернулся в Советский Союз, в Советскую Украину, вот, стал членом правительства Советской Украины, мало того, стал народным комиссаром иностранных дел. Вот. Несколько месяцев он там побыл, потом рассорился, потому что его политбюро не хотели выводить, вот, и уехал обратно в Париж, точнее в Мужен, на юге Франции, неподалеку от Кан, там, где он и умер. Вот. Что касается нынешних вот, декоммунизаторов, они говорят, так вот, что пару месяцев он все-таки побыл коммунистом. Он был левым, он вообще был социал-демократом, вот, симпатизировал большевикам, так что негоже его именем называть улицы. Точно по тому же принципу будут сейчас декоммунизировать очень-очень многих. Господи, ну это тут глянул. Тихановская отреагировала на удар по автобусу. Не надо было отправлять детей отдыхать в страну агрессора. Опять же, вы знаете, мне кажется, что опускаться до того, чтобы комментировать Тихановскую... А еще видели несколько дней назад? Зурабишвили вышла. Ну, президент. Конечно, да. Она вспомнила, что она президент. Она вспомнила, говорит, ничего, говорит, сейчас Украина победит Россию, Грузия победит Россию, будем жить, поживать и добра наживать. Конечно. Ой, господи. Так, она, ладно. как гражданка Франции, она, конечно, может... Она победит всех, да. Кристина задает вопрос. Добрый вечер всем. Не знаю, прочтет ли мой вопрос Александр. Читаю. Попробуют задать. Константин Петрович, комьюнити из телеграм-каналов в обсуждениях на YouTube-каналах все признают вас одним из самых образованных людей Украины, но также вас считают одним из самых умных националистов Украины. Вы согласны с этим или нет? Спасибо большое. Я націоналіст, знаєте, Да. Іван Франко когда-то сказав, я декадент, це новина для мене. Ти взяв лише один з мого життя момент. Значит, то, что я являюсь исследователем националистического движения, национализма как такового и так далее, вот это не значит, что я националист по своей сути. Я помню со студенческих времен, вот, когда я впервые прочитал слова классика австрийской литературы Грильпарцера, вот, который еще в XIX веке сказал «от гуманизма через национализм к зверству».
Для меня это было таким, скажем так, откровением. Хотя, да, конечно, в студенческие годы я увлекался очень многими вещами, очень многие запретные темы становились в то время вот, открытыми. Вот я шарахался от одной крайности в другую, там, увлекался то Блаватской, то там томиком Донцова, то еще чем-то там, ну, всякого мусора тогда было достаточно. Вот. Но к 30 годам я остепенился, и, соответственно, даже раньше, где-то к 27-28 годам уже как бы начало все раскладываться по полочкам. Вот, начало раскладываться по полочкам, но сказать, что я националист, это, наверное, будет преувеличением. Знаете, вот сейчас я готовлю одну работу большую по фашизму. Угу. Скажем так, история фашизма от Маринетти до Зеленского. До Зеленского? Вот. До Зеленского, да. История фашизма. Это значит, что я фашист по своим взглядам. Это значит, что кое-кто другой фашист. Что? Это значит, что кое-кто другой фашист. Я просто говорю, вот это будет такой проект. Ну, через несколько месяцев, я думаю, я его смогу презентовать. Да, друзья, подпишитесь на Бондаренко YouTube-канал, тоже ответы на вопросы. И, конечно, Telegram-канал. Милости просим. Продолжаем. Значит, Константин Петрович, в прошлый раз я задавал вопрос, сможет ли Украина выжить после войны. Теперь я хочу задать такой же вопрос про ЕС. Экономика ЕС держалась на двух китах. Спрос со стороны США, дешевые энергоносители России. Теперь оба эти кита померли. Как долго страны ЕС могут удерживать внутреннюю ситуацию в своих странах, если что-то радикально не начать менять? Есть ли у них время радикально что-то менять? И есть ли у них политические силы, способные провести такие изменения? То, что внутри ЕС будут сейчас пертурбации серьезные, будут приходить абсолютно другие силы, новые силы, будут приходить другие лидеры, которые будут сейчас предлагать реформы ЕС, это однозначно. Спасут ли ЕС реформы? Здесь уже вопрос. Вот. И по какому пути будет идти Евросоюз, тоже вопрос. Распадется Евросоюз в ближайшем будущем, думаю, вряд ли. Вот. Но того Евросоюза, который формировался в 90-е, ну, 80-х, в начале 90-х годов, вот этого Маастрихтского, Шенгенского и так далее, Копенгагенского ЕС, вот, его точно уже не будет. Он точно будет проходить через внутренние пертурбации какие-то, внутренние изменения, внутренние реформы. Вот какими будут эти реформы, я не знаю. Так, Юрий Душин пишет. Здравствуйте. Допустим, война закончилась. Какие выборы будут власти Украины, если вся оппозиция или сидит, или за рубежом? Сколько надо времени, чтобы оппозиция хоть как-то заявила о себе, зарегистрировалась юридически? Да и кто это позволит? Я постоянно говорю о том, что, знаете, я общаюсь со многими политиками, которые оказались в эмиграции, которые оказались, либо же которые сидят в Украине сейчас и боятся собственной тени. Я говорю, забудьте о том, что выборы, которые пройдут после войны, вот, смогут обеспечить вам присутствие в политической жизни. Вот. Ваш звездный час будет через выборы. А сейчас будут выборы, которые... Я думаю, что Украина еще содрогнется, когда увидит следующий парламент. Угу. Да уж, значит, Алексей, Константин Петрович, главный итог саммита для Украины – это готовиться к зиме с уважением? Готовиться к зиме. Вот, и это первое. А второе – это готовиться все-таки к тому, что будут усилены бомбардировки Украины. Вот, ракетные обстрелы Украины, то есть готовиться к этому. Я сегодня об этом как раз писал у себя в Телеграм-канале, что саммит НАТО, резолюция саммита НАТО, она говорит только о том, что будет эскалация, еще больше эскалация. Почему? Я объясню. Дело в том, что Украине обещано, в резолюции сказано, что Украине необходимо усилить ПВО и так далее, противобаллистические системы и дальнобойное оружие, тоже об этом вспомнили. Так вот, это точно не приведет к умиротворению России,
это приведет только к тому, что Россия будет больше использовать те виды оружия, более разрушительные, более смертоносные виды вооружения, которые точно будут обходить вот эти новые системы ПВО и новые системы противоракетной, новые системы сдерживания. Ну и цели, конечно, изменятся. Конечно, а уже все остальное, конечно, и цели изменятся, и радиус поражения, и так далее. Лина Востроилова, два вопроса. Первый. Зачем большевики в 20-х годах проводили украинизацию? И второй. Зачем нормальному человеку мова? Где она ему может пригодиться? Относительно мовы и так далее. Вот я никогда не разделяю эти мнения, что не надо изучать украинский язык и так далее, и так далее. Украинский язык тоже создал определенную культуру. Вот, украинский язык является языком, на котором общается значительная часть украинцев. Значительная часть украинцев общается. Хотя я знаю очень многих, которые говорят, что вот мы до тех пор, пока там не соприкоснулись с реальными носителями украинского языка, считали, что это чуть ли не искусственный язык, что на нем никто не говорит. Значительная часть украинцев говорит на украинском языке. Причем естественно и использует этот язык в повседневной жизни, бытовой жизни и прочее. Что касается украинизации, вот, большевикам необходимо было выбить оружие из рук своих, идеологическое оружие из рук своих оппонентов. Вот. И это касалось не только украинизации, вообще-то в начале 20-х годов было принято решение о коренизации, так называемой. И это охватило многие национальные республики, созданные на национальном принципе. Это происходило и в Беларуси, это происходило на Кавказе, это происходило в Украине. Всюду это проявлялось по-своему. В Украине это как украинизация. Главным украинизатором в 1925 году был Лазарь Моисеевич Каганович, о чем сегодня как-то стараются не вспоминать. Вот его имя как бы пытаются забыть, вычеркнуть, но именно он был главным инициатором украинизации. Украинизация проходила через колено, что называется. Ломали, заставляли, увольняли с работы. Вот, с волчьим билетом иногда увольняли противников украинизации, тех, кто не хотели украинизироваться. Отчитывались там коллективы о том, что вот последнего русскоязычного мы все-таки украинизировали в Мариуполе, там, на Донбассе, во многих там городах, вот в Харькове, это все отчитывалось. Поднимите прессу. Выходили издания, там, вести украинизатора и так далее. То есть все это было. На протяжении нескольких лет велась эта кампания. А все для того, чтобы показать населению, что мы не против украинского языка, украинской культуры. И вот эти вот петлюровцы, которые шли вот под лозунгами Украины, украинской культуры и так далее, вот, что они вот несли с собой абсолютно другую жизнь, а мы же тоже точно так же украинизируем, точно так же дадим украинцам возможность быть украинцами, вот, выбить основу, идеологическую основу из-под своих оппонентов. А почему сейчас Россия так не делает или делает? А я не знаю. Россия очень много чего не делает. Россия или делает то, что в целом выглядит очень странно. Не в данной сфере. Вот. В данной сфере, а где она будет применять? Формально учебники на украинском языке выпускаются, да, для так называемых новых территорий. Вот. Но Россия же пришла на эти новые территории не для того, чтобы создавать там какую-то другую Украину. Нет, Россия считает эти новые территории... другую Украину в составе России. Нет, в том-то и дело. Она не будет создавать на Донбассе, в Крыму и так далее другую Украину. Поэтому это территории, которые захвачены, которые являются теперь по Конституции России частью Российской Федерации. Они так считают. И, соответственно, там они не собираются проводить украинизацию. Если кто-то хочет пользоваться, значит, украинским языком, то для них будут там классы специальные, там, учебники специальные. Это все сейчас продуцируется. Вот.
Но по большому счету украинизацию там никто проводить не будет. Мгм. Как-то Константин Петрович анонсировал свою работу над книгой о современной российской элите. Уже из наработок можно провести параллели между Первой мировой и СВО, безвольным Николаем II и сломавшимся Путиным, рассекречиванием ситуации внутри России тогда и сейчас. И есть ли сейчас у Путина свой Распутин? Спрашивает пользователь. Нет, Путин как раз очень хорошо, мне кажется, изучил новейшую историю России. Вот, и это, во-первых. Во-вторых, он не особо подвержен мистическому влиянию. Вот. Вряд ли у него есть какие-то люди, которые там совершают определенные обряды, и он им верит, так как Ермак верил там, гадалкам. Тут уже больше, скажем, напрашиваются параллели с современной Украиной и Распутиным. А что касается моей книги, да, вот буквально на выходе скоро уже, так что, можно сказать, анонсирую, усовершенствуем, сейчас фактически занимаемся декорированием. Ну и тут, соответственно, некоторые разделы по ходу меняем. Мы сегодня, условно говоря, Трабера задержали в Питере, пришлось вносить определенные правки. Мгм. Добрый вечер. Вопрос к Константину Петровичу. Являлось ли Московское царство правопреемницей и наследником Орды? Первая перепись населения была произведена для налогообложения и рекрутов для пополнения ордынского войска, а через царствование Семена Бекбулатовича были узаконены претензии на земли, входившие в состав Золотой Орды. Не так ли? В том числе и Золотой Орды, я скажу так. Вот сказать, что Московское княжество это только является правопреемником Золотой Орды, это будет антинаучно. Но в том числе вот, Московское государство, Московское княжество, оно старалось быть правопреемником и перенимать традиции нескольких государств. Вот. Это и Руси, это и Византии, это и Орды. Добрый день, спасибо за интересные встречи. Вопрос такой. Украина хочет из Крыма сделать остров, чтобы он приплыл к ней за помощью или отплыл навсегда? Это показательное наказание, это показательное, скажем так, действие для того, чтобы провести устрашение всех тех территорий, которые сегодня Украина, контроль над которыми сегодня Украина потеряла. Почему Путин не меняет Герасимова из-за нежелания признавать собственные ошибки? Почему задвигает талантливых, таких как Суровикин, спрашивает пользователь. Ну, я бы поспорил относительно Суровикина. Есть большое количество других талантливых генералов. Как бы, ну, знаете, надо признавать, что все-таки, хотя мы и противники, сегодня Россия это противник, но все-таки у них тоже есть талантливые кадры и толковые. Так что их сегодня действительно оттесняют. Почему держатся за Герасимова, я не знаю. Это вопрос Путина, это вопрос его видения того, как необходимо выстраивать систему управления, в том числе армейского управления. Алар, по идее, Трамп не может нарушить Анкоридж. Он реально хочет нарушить его или хочет окончательно высосать ресурсы из ЕС за счет его участия в Ормузе и новых закупок оружия для Украины? Я думаю, второе. Трамп чудесно понимает, что главным его врагом сегодня являются глобалисты. Они уже один раз его лишили власти в 2020 году. Вот. Он верил, что можно пойти на союз с хорошими глобалистами, такими как Помпео, Болтон и так далее. Вот. В результате они привели его к потере президентства. Сейчас он понимает, что глобалисты не могут быть хорошими. Поскольку глобалисты в основном сосредоточились сегодня в Европе, в европейских столицах, Трамп будет делать все, чтобы, мило улыбаясь, их задушить в объятиях. В том числе за счет Ормуза, за счет разных там инициатив на Ближнем Востоке, в том числе, скажем так, подыгрывая их настроением относительно России. Трамп будет делать все для того, чтобы не дать возможность украсть у себя полученную в 2024 году победу.
Вопрос от Александра Катюшкина. Добрый день. Как русины стали тутешними, а теперь затем украинцами? И все ли тутешние стали именно украинцами? Ну, тутейшие, тут не тутешние, тутейшие они себя подписывали, это не русины. Русины, они в основном, кстати, это очень широкий этноним. Вот, русины жили в основном в Галичине, тутейшие жили в основном на севере Волыни и на Полесье. Вот там именно отмечались тутейшие, которые себя не определяли ни как украинцы, ни как белорусы, ни как поляки. Потом они уже в 40-е годы стали себя идентифицировать с украинским этносом. Вот, пройдя через очень серьезные испытания Второй мировой, столкновений там, вот этих всех событий, которые происходили на Волыне, а также после военного становления советской власти на этих территориях. Что касается русинов, они начали возрождаться в основном на Закарпатье, начали возрождаться после 1990-1991 года. Очень сложно возрождалось русинство, и сейчас Украина отказывается от того, чтобы признавать закарпатских русинов русинами, говоря, что это украинцы, вот, которые впали в грех сепаратизма там, определенного русинского. Но в Словакии русинов признают русинами, в Венгрии признают русинами. Что касается Украины, я думаю, что рано или поздно тоже необходимо будет признать очевидный момент, что русины – это отдельный все-таки этнос в составе Украины, граждане Украины, но с правами на собственный язык и на собственную культурную идентичность. Так, следующий вопрос. Вот такого характера. Давайте с чатом поработаем. Если Зеленский... Павел Ефимов. А если это план убрать Зеленского руками Лукашенко, вот и месть за автобус, и там же близкий конец войне, и многие другие заявления сходятся последних дней. Интересно, а как Лукашенко будет своими руками выбирать Зеленского? Ну, смотрите, он же говорил, что у нас, если в случае чего, будет одна цель. Не 500 целей, а одна. Нет, я понимаю, но я не думаю, что сейчас Беларусь обладает таким потенциалом, чтобы применить там определенные действия относительно Зеленского. Вряд ли они будут ставить перед собой такую цель. Вот. Так что, думаю, Лукашенко выше и мудрее. Этого он найдет способ, каким образом утвердить свою, скажем так, свою правоту и свое превосходство. Дождемся ли мы такого момента, спрашивает Александр, пользователь из чата, когда из друга Запада станет врагом, и его устранят, как и бывших друзей Запада? Я ничего не исключаю. То, что у Зеленского незавидная судьба, я говорю постоянно. Но, извините, я не желаю ему зла. Я не могу желать зла ни одному человеку на земле, в том числе и Зеленского. Но он сам себя толкает на определенные сценарии. Так, хорошо. Так, что у нас еще в чате? Александр Константин Петрович, Ирина пишет: добрый вечер. Вопрос, как вижу, в ленте интересует не только меня. Что так печален и немного растерян Зеленский до последних видео? Как будто даже не здоров, на словах одно, а вид не соответствует. Ну, не знаю, это вопрос к его врачам, к нему лично. Может, вирус какой-то прихватил. Некачественными какими-то продуктами отравился. Васек, вопрос: чем Путин может заинтересовать Трампа, чтобы наконец заставить США выйти из конфликта Россия-Украина? Или это невозможно, и США продолжат бить Россию руками Украины? Видите ли, Европа бьет Россию руками Украины. США пытаются в этом плане показать, что это не их война. И пока что они считают, что хотите воевать, воюйте без нас. Анна Пенкевич, 300 миллиардов – это взятка обеим воюющим сторонам от арабских стран для прекращения войны. Кому и сколько надо заплатить в войне на Украине? Ну, видите ли, арабские страны не особо заинтересованы в Украине. То есть прямого интереса нет. Поэтому, к сожалению, некому платить.
Добрый вечер. Будет ли потужная реакция Британии на стрельбу адмирала Григоровича в Ла-Манше? Я думаю, вряд ли. Думаю, вряд ли. Пока что все вот эти вот точечные корабельные вот эти пиратские захваты, вот, или же там стрельбы и прочее, вот, они все остаются без серьезного ответа. Стороны высказывают озабоченность. Главного пропагандиста режима Зеленского и владельца канала Труха Максима Лавриненко, который призывал украинцев идти на войну, бусифицировали в ТЦК. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, там, насколько я знаю, там происходит смена владельцев, и думаю, что там по большому счету идут процессы, которые связаны с переоформлением собственности на труху, которые сопровождаются в том числе и такими. Короче, хорошие люди, но квартирный вопрос их испортил, да. Конечно. Сейчас Украина пытается расшатать общество в России для смены ее руководства ударами дронов. Выходит, если так, то получается, что общество в России сильнее, чем в Украине, или что-то я не понимаю, пользователь пишет. Да, вы же видите, что на самом деле и Россия пыталась расшатать украинское общество ударами по энергообъектам, что если будут сидеть без света и без тепла, то, соответственно, свергнут Зеленского. Но как-то не получилось и в Украине. Вот. Теперь украинцы считают, что если завтра они будут бить по населенным пунктам, по инфраструктурным объектам, энергетическим объектам, то русские встанут и снесут Путина. Ну, и первый, второй вариант просто тупиковый. Здравствуйте. В Германии много наших. Утро начинается с поисков бед и компромата на коррупцию в Украине. 4 года они были проукраинскими. Ваше утро и утро ваших друзей также начинается, спрашивает Жанет. Нет, мое утро начинается с того, что я просто просыпаюсь, читаю новости, дальше иду работать. Меня как-то коррупционные скандалы меня мало интересуют. Угу. Ничего нового, ничего удивительного. Да, друзья, ну тут интересуется, какой код у Костя Бондаренко? Что? Код какой у вас? Что это? Кот? У вас есть код? Вот вы же слышите. Слышим. Кис, брысь, мяу, друзья. Да, вот именно. Кис, брысь, мяу. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем прямом эфире. Константин Петрович, очень благодарен вам за время и мысли. Спасибо. До новых встреч. Берегите себя.